и у нас есть к вам серьезный разговор. То есть... Хуже белорусов только цыгане и арабы. Спасибо, ребята. Как? О, вы слышите птичек? Классная атмосфера. Не так-то и ужасно в Лодзе. Мы решили, скорее всего, остаться в Лодзе еще. Мы сегодня говорим одно, завтра опять все поменяется. Я мало взяла. Ну реально мало. Сколько там рыбешек, надо было больше брать. Я работаю в фирме по добыче биткоина. 10 тысяч долларов в день. Только нужно вложиться. Неужели люди вот так вот легко могут на это вестись, Саш? Ребятки, приветики! Спасибо, что заглянули на наш канал. И у нас есть к вам серьезный разговор. Да, ребята, поляки. Мы сейчас в первую очередь к вам, потому что мы наткнулись в интернете на статью, что в январе вот этого года в Варшаве проходил опрос поляков о том, как они относятся к разным иностранцам. Там приняло участие больше 1000 человек, и результаты вынуждают нас провести серьезный разговор с вами. Так что готовьтесь, у нас тет-а-тет, с глазу на глаз разговор. Это что такое? Да, короче, по результатам опроса, вот я сейчас еще раз смотрю, симпатию к белорусам испытывают 35% поляков. Я же говорю, серьезный разговор, это что такое? При этом неприязнь испытывают 29%. Это что? Вы не любите белорусов? Это хуже, чем у украинцев, хуже, чем у китайцев, хуже вьетнамцев, хуже евреев, хуже белорусов только цыгане и арабы. Спасибо, ребята. Как? Получается... и россияне хуже. Слышь, получается, что мы хуже, чем арабы, китайцы. Не, мы лучше только арабов, цыган мы и лучше. россиян. Это все. Спасибо большое, ребятки. Между прочим, проголосовало больше 1000 человек. Да, а симпатии больше всего к итальянцам, американцам, венграм, словакам, чехам, грекам, англичанам. Короче, ко всем, кроме белорусов. Короче, мне кажется, вам нужно написать комментарий. Это правда, что ли? Вам нужно написать комментарий и сказать, что это неправда. И вы этот опрос не проходили. Белорусы добрые, хорошие ребята, да? Да. Мне кажется, пора менять свое отношение к нам, добрячкам, белорусам. Мы вышли погулять, потому что сидеть третий день дома уже совсем не хотелось. Ну, не второй, по сути, да. Но сегодня ветер уже не такой сильный, но есть дождик неприятный. Но... И холодно. Да, прохладно. И мы не брали чай. Ну, ничего страшного. Ну, короче, прогуляться очень уже надо. Сегодня воскресенье, и работает украинский магазин. И мы там уже очень давно не были, и решили сгонять, посмотреть, и, возможно, купить рыбки солененькой. Да. И заодно чуть-чуть покажем, наверное, города, прогуляемся. Вот этот кафедральный костел, который недалеко от нас. Кстати, вот еще можно обратить внимание, что тут в Лодзе такие низкие дома. И вот есть пару домов, видите, ну не все 4-5-этажные. И вот есть пару домов, вот там вот, которые 9-этажки. Ну, такие повыше. Их очень мало. И на самом деле так непривычно. Ты привыкаешь к низким домам. И когда видишь высокие, как будто не в Польше находишься. Да, так странно, неожиданно. Да. Ну, ожиданно или неожиданно. Еще хотели показать. Тут есть почкомат. Он зеленого цвета. И это что значит? Я уже не помню. Ну, что? Тоже он связан с Allegro именно. Это от Allegro почкомат. Типа мы хотели сюда. Здесь бесплатная доставка от почкомата. Ну, как и в любой другой вроде бы. Может, для некоторых конкретных товаров. Короче, мы так и не поняли. Один раз мы смотрели, и товар с доставкой в другие почкоматы был платный, а в этот конкретно в зеленый бесплатный. Именно потому, что он Allegro. Но мы в итоге так и не заказали или что? Но у нас не получалось. Почему-то мы хотели заказать, но почему-то потом показалось, что он платный. Ну, короче, что-то не сложилось, да. Но вот, может, еще воспользуемся. А вон трамвай. Кстати, очень классно, что тут в Лодзе нету троллейбусов, метро, а есть трамвай и редко автобус. Ну, автобусы наравне с трамваем. Просто вот у нас тут улица рядом такая трамвайная, тут автобусы и не ходят даже. Кстати, повезло, вот два подряд новых трамвая. Обычно они старые тут ездят. Тут есть такой старый трамвай, и не один. И в него, когда заходишь, он там такой деревянный мопит, и там пахнет такой, знаете, старостью. Ну, реально. Но ничего страшного. Главное, что на самом деле Лодзь, там, где мы ходим,
мы редко ездим, а там, где вот нам нужно дойти, мы всегда пешком. Ну, то есть в шаговой доступности все. Да. Ладно, такой ветер. О, костюм. Это о чем говорит? Воскресенье, поляки, костел. Сами там логическую цепочку составьте. Да, Саша? Конечно. А мы тут все продолжаем гулять. И вот, знаете, мне очень нравятся вот такие здания с красным кирпичом. Тут кафешки какие-то, я думаю. Такой вот закуток. Да, такой дворик с всякими кафешками. Да, но он не работает. Ну, хотя свет горит. Нет, не работает, Наверное, просто людей работает. нет. Да. Вот. О, прикольно, смотри, какой домик маленький. Ой. Для детей. Вот, и я что хотела сказать, мне так нравятся вот эти кирпичи. Ну, блин, это такая атмосфера классная в Лодзе. Очень много таких зданий с кирпичом, вот эти красные. Даже мы напротив живем вот этой фабрики, и она тоже из такого кирпича. Скажи, прикольно. Да. А вон одежда какая-то, нет? Или это не одежда, а Это просто гардероб. Я думала, тут продают одежду. Слушайте, забавненько. Вот такие дела. На самом деле, в воскресенье никого нету. Все. Ну, все равно Понятно, что скучненько. сейчас на улице. Ну да. Дайте шутку. И серо, видите, как серо. И вот дальше тоже такие офисы. Там наверняка офисы. Логично. Эриксон, USPS, Мгм. Accenture. Нормально. Еще граффити Лодзь. Это город граффити. На самом деле очень много граффити. Правильно, на граффити, да? Наверное. Тут Блин, еще вот музыку послушай, вот смотри, какая... О, вы слышите птичек? Классная атмосфера. Вот так вот просто даже сфоткать хочется этот кадр. Так клево. Блин. Лодзь, конечно, вот к Лодзе можно относиться по-разному. Мы часто натыкаемся на ролики, где говорят, что типа Лодзь, она сначала такая, кажется, страшненькая, а потом находишь какие-то красивые дома, закоулочки, и ты уже меняешь свое отношение. У нас вообще свой путь был. Первые пару месяцев мы просто радовались, что мы в Польше. Мгм. И нам, Лодзь, классно. Наоборот, какой-то типа прикол в том, что она такая разная. Потом следующие пару месяцев у нас какой-то негатив такой, просто Небольшой, стала уже да. осень, зима, плюс к этому еще и как-то Мы подумали, что, блин, что тут все так срочно развалено, да. переезжать. Типа, что так развалено, срочно переезжать. А потом как-то жизнь опять, как бы у нас все время все было, я имею в виду, жизнь наладилась в Плюс плане... работа Да. привязала нас. Да, немножко. да. И мы еще такие думаем, блин, не так-то и ужасно в Лодзе. Очень много классных домов, зданий. Очень, всего очень много, да? Зато есть вот контраст. Мгм. А где еще такое найдешь? Это мало где. Мгм. вообще есть. Вы привыкли к красивой Лодзе, красивой Польше, типа Краков, Гданьск, приезжаешь, там все лакшери. А тут-то, блин, вот приедьте и посмотрите, какая на самом деле была Польша. Многим нравится Лодзь за вот свой Мгм. контраст, за такой вот дух какой-то свой. Зато Такой это, уличный да, жизнь. и это не обман. Вот понимаете, здание, вот как оно, вот это вот здание, видите, серое, оно, как стояло тут, я не знаю, лет 100 назад, в таком виде и стоит. Сашка, чем тебе не история? Так прикольно. Ладно, пошли, тут уже Мы, некуда конечно, идти. не говорим, что мы фанаты Лодзи и готовы Да. жить всю жизнь, но опыт прикольный. Да классно. Понятно, что мы посмотрим, как будет, но пока, скорее всего, мы будем оставаться, ребята. Все-таки я работаю. По поводу нашего переезда, были такие вопросики. Мы уже выбирали город. Да, мы уже выбирали город, и мы даже снимали ролик, что мы хотим переехать. А потом, вы знаете, что я нашла работу, и мы решили, скорее всего, остаться в Лодзе еще, так как, ребята, у меня есть работа. Сложно отказываться от работы. Мне это нравится, и пока я еще плохо знаю польский и так далее. Короче, много всяких нюансов, поэтому мы решили остаться в Лодзе, но, скорее всего, мы будем переезжать в другую квартиру. Но вы следите за нами, что будет дальше, потому что мы сегодня говорим одно, завтра опять все поменяется. Пока планы такие, что, скорее всего, мы будем искать новую квартиру. Еще, конечно, у нас 4 месяца есть. На раздумье. А еще мы пытаемся дойти до украинского магазина. Идем, заходим в всякие закоулки.
Зашли мы в магазин украинский, взяли себе рыбешки сушеные. Да, тут столько всякого интересного. Семки, что еще, гренки, чипсы. Ну, мы это не будем ничего брать. Вообще не Мы видела, только что в польских магазинах продавались семки. Обычно нет, да. Вообще никогда не видела. Мы пришли домой, и вот хотела показать поближе рыбку. Значит, вот это, честно говоря, я не помню, но она не мойва называется. Вот как-то в Беларуси, я помню, меня дядя постоянно ловил вот всякие вот такие рыбешки маленькие в Днепре и старанил их. Это нереально вкусно. Блин, я забыла, как это называется, но не мойва. Очень вкусная штучка. А вот это судак. Мы уже тут его ели несколько раз. Эта рыбка нам вообще понравилась. Прям топчик. Она такая... в ней мало костей, и она такая очень мясистая. И это прям, не знаю, как в детстве, так вкусно. Мне кажется, я мало взяла. Ну, реально мало. Вот сколько там рыбешек. Надо было больше брать. Сашка. Сашка говорит, что я ему мешаю. Потому что, смотрите, там идет фулбич у Сашка. И он тут нервничает очень сильно. У меня сладости. Дерби прям сегодня. У меня сладости, а у Сашки рыбка. И водичка. Так и живем, ребятки. На просторах интернета сейчас все рассказывают про фильм. Саш, как он называется? Аферист. Фильм «Аферист». Да. Нет, из Тиндера, из ТикТока. «Аферист» из Тиндера. Ну, мы его еще не смотрели, ну, тоже планируем посмотреть, но не суть. К чему я вот это все веду? Мне вчера написала какая-то девочка, Кристина Робинсон. И она на русском, ну, так очень плохо говорит. И она пишет: «Привет, мой дорогой друг». Я думаю, так как-то странно. Залезла на ее страницу. Думаю, ну, вроде страница настоящего человека. Я пишу: «Привет». Думаю, может, она нас смотрит. Просто бывает такое, что из разных стран пишет в Инстаграм. Да, есть, писали в комментах люди из Канады, из США, Поэтому я подумала, ну, может, это зритель, думаю, отвечу. Пишу: «Привет». Она пишет: «Мне нужен друг, что вот такое». И там у меня русские родители, я немножко знаю русский, ля-ля, тополя. И мне уже как-то так неловко, думаю, как-то странно, почему она мне написала. Ну, думаю, ладно, человек хочет пообщаться, что мне жалко, что ли? Что мне жалко, что ли? Она говорит: «Можно с тобой пообщаться?» Я говорю: «Да, давай». Ну, пообщаемся. Она стала рассказывать про себя и такая, ну, там 3 слова, знаете, написала про себя, что она замужем, что ее родители там что-то в Россию ездят или что-то такое. Ну, и такая говорит: «Я работаю в фирме по добыче биткоинов». Да. Что-то такое, добыча биткоинов. Я говорю: «Саша, мне кажется, что это чем-то странным запахло». Она такая говорит: «Я решила не отвечать». Подумала, ну все, это уже разводняк. Это вот похоже вот этот балбес из Тиндера, который разводит людей. И она обратно мне пишет: «А ты случайно ничего не слышала про это?» Я говорю: «Нет, не слышала, но мой муж...» Мы с Сашей решили так ответить, что «но мой муж говорит, что это полный бред». Она говорит: «Нет, не бред, это все правда, ты можешь заработать там в день, и мои друзья зарабатывают $10 000 в день, только нужно вложиться». Вы представляете? И я вот думаю, вот какую-то хрень она мне написала, или он, я не знаю, они написали, и неужели люди вот так вот легко могут на это вестись, Саш? Ну вот это вот конкретно, это бред. Так раньше велись на письма от нигерийского принца, там, типа... Мне тоже такое приходило. Я помню, на почту. Понимаете, ну это вообще какой-то такой разводняк. Ну, это вообще 1 класс. Как на это можно вестись? Короче, я поставила человека в блог. И если что, ребят, вдруг вы там добрые, немножко наивные, ну вот, в меру своего характера, не ведитесь на это, потому что это реально... полный идиотизм. Фильтруйте информацию. Не нужно ни в какие биткоины вкладывать. Если вы вкладываете какие-то акции, покупаете или, я не знаю, на фондовый рынок,
то пусть это будет проверено и не тот, кто вам напишет в Инстаграм. Ой, ну все, на этом будем мы заканчивать. Влог получился насыщенный. Так что все, Сашка, будешь говорить пока? Пока! Пока!